Всем привет, с вами Ганзи, и это новая серия сюжета «Цепи судьбы». Спасибо донатерам, которые поддержали канал перед выходом этой серии. Ирина Шмелева, Дек, Евген и Ворон. Многие из них закинули даже не на серию, как позже выяснилось, а просто чтобы поддержать канал, за что им, естественно, респект. Также спасибо большое вам за ваш актив, но в последнее время вы чуть-чуть не дожимаете. Не забывайте своевременно ставить лайк после просмотра или же прям перед просмотром или во время просмотра. Это несложно, просто нажмите лайк. Сюжет этого достоин, и не поленитесь написать комментарий от 5 слов. В этом тоже ничего нет сложного, но зато этим вы очень сильно поддержите этот сюжет и выход дальнейших серий. Ведь если актив будет падать, то статистика будет падать. Не ждите выхода всех серий, смотрите сюжет по сериям. Серии выходят часто. И не забывайте делиться с друзьями этим сюжетом. Цепи судьбы. 24 часть. Глава 24. Загадочный враг. Кто на вас напал? Я не знаю. Мы договорились с ними. Нам сказали, что если мы сложим оружие, то нас отпустят домой. Я знал, что это ловушка. Мои товарищи, все они мертвы. Это чудовище, оно... Далее слова стали непонятны. Было видно, что Шиноби впал в бред. Его глаза стали совершенно безумными. Он плакал и смеялся одновременно. Трогал свое лицо руками. Одно стало очевидным. Нападавший был один. Но кто способен одолеть группу высокоуровневых шиноби, которые смогли уйти даже от наших опытных джоунинов? «Обита, я закончила. Состояние этой девушки, конечно, не лучшее, но мне удалось вылечить наиболее жизнеугрожающие ранения», – доложила мне Рин. Ее лицо было крайне счастливым. «Рин-сэмпай выглядит довольно радостной», – отметил Шисуи, смотря на меня. «Да, для нее, как для ниндзя-медика, жизнь каждого человека бесценна. Рин, как никто другой, хочет, чтобы это кровопролитие окончилось», – тихо ответил я, затем обратился к ней. «Отлично, мы нашли еще одного выжившего. Надо перевязать его раны». В этот момент ниндзя скрытого камня взял меня за рукав и процедил: «Фруктовая трава, не верим, они предали нас». «Фруктовая трава? Что это?» «Не верь». Ничего не понимаю. Похоже, у него начался бред. Неудивительно. После того, что здесь произошло, я бы тоже потерял рассудок. В эту минуту все мое тело охватила волна неописуемого страха. Все инстинкты говорили «нет». Кричали мне отпрыгнуть, спрятаться, убежать подальше. Я активировал шаринган, и это спасло мне жизнь. Я заметил едва уловимое движение руки в тени листвы. «Шисуи!» – крикнул я, бросаясь на мальчика, повалив его на землю. Едва я успел отскочить, как 20 иголок пронзили сидящего у дерева шиноби. Он издал несколько булькающих звуков. Кровь заполняла его горло. Важные артерии были повреждены. Уже знакомые сенбоны нашпинговали его тело. Самое ужасное, что его глаза также были проткнуты. Он хотел крикнуть, но просто не мог. Рин замерла на месте, но, осознав ситуацию, тут же заняла стойку. Я вновь увидел его движение руки, но уже с другой стороны. «Осторожно, Рин, справа!» – прокричал я, рванув к ней. Вновь куча металлических игл полетели на невероятной скорости. Когда достиг Рин, она уже отбивала несколько. Благодаря шарингану мне удалось отразить большинство атак, но не все. Я услышал резкий вскрик. Позади стоящая Рин держалась за плечо. «Рин, не волнуйся, убита», – ответила она. «Это лишь царапина. Цель убийцы вовсе не мы». Она была права. Скорее всего, мы лишь были на траектории ее атаки. И через секунду я в этом убедился. Куча сенбонов резко полетели в лежащую на земле девушку. «Обита!» – прокричала Рин в отчаянии. «Вижу. Шисую, прикрой Рин, пока она лечит раны, и найди этого ублюдка». «Есть», – ответил мальчик, занявший защитную стойку и создав несколько теневых клонов. Я, что есть мочи, несясь в сторону беззащитного ниндзя, словно в замедлении видел, как иглы подлетают к его телу. Сразу видно, как метко целится наш враг. Траектория, угол, скорость – это не просто шиноби, это специализированный убийца. «Датон!
Дорюхэки!» – выкрикнул я, сложив печати. Стена из камня резко вознеслась вверх. Послышался металлический звон. Я резко выдохнул и прошипел. «Фу, успел!» Подбежав к девушке, я создал несколько теневых клонов, чтобы они меня прикрывали. «Надо уходить отсюда! Шисуи, ты нашел нашего врага?» Я думал, что обнаружил его, но он словно испарился, крикнул мальчик, внимательно осматривая каждый сантиметр зарослей. «Черт, продолжай охранять Рин, пока она лечит рану. Я отнесу девушку в безопасное место». «Прости меня, пожалуйста, мой милый юный друг, но кровь убогой грешницы пролить хочу я тут». Прозвучал певучий голос. Я резко мотнул головой. Мои клоны тоже насторожились. В эту минуту из-под земли вырвалась огромная цепь с клинком, которая напоминала трезубец. Центральный был самый длинный, с выбитыми на нем непонятными символами. Остальные два по бокам были короче. Тело несчастной девушки проткнуло насквозь. Она издала глухой, едва слышимый вскрик, резко выпучила глаза, а потом жизнь в них угасла навсегда. Цепь, что вышла из-под земли, резко натянулась и ушла назад, вновь прошивая тело несчастной жертвы. «Нет!» – вскрикнула Рин практически навзрыд. «Сволочь!» – прокричал я, желая броситься к убитой. Но меня остановила очередная атака. «Капитан!» – сказал Шисуи. «Сверху на 13 часов!» Я развернулся на пятках и взмахнул катаной. Вновь этот проклятый металлический лязг от игл. Мое плечо охватила волна боли. «Убита!» – взволнованно сказала Рин. «Стойте на месте!» – ответил я, борясь с волной боли. «Спиной к спине!» Мои клоны также пострадали и были рассеяны. Если так пойдет и дальше, то мы все тут умрем. Нужно срочно найти нашего врага. Я выдохнул. В голове всплыли воспоминания о тренировках с Пината-сенсеем. Он всегда учил полагаться на внутреннее чутье, учитывать скорость и тактику ведения боя противника. Учитель часто устраивал нам засады и ловушки. Что ж, видимо, пришло время вспомнить этот урок. «Надо успокоиться», – проговорил я тихо, словно мантру. Затем вспомнить движение противника и его привычки. Я осторожно поворачивал голову, не делая резких движений. Вокруг стояла мертвая тишина. Не было ничего, чтобы выдавало присутствие врага. «Если нет внешних признаков, значит, используй свое преимущество», – заключил я, осматривая шаринганом территорию. Мои глаза зацепились за едва уловимый след чакры. «Попался», – процедил я. Враг был слева от меня. Высоко на ветках деревьев, за густой листвой. Собравшись силами, я проговорил своим товарищам. «Будьте готовы, возможно, придется встретить еще одну атаку». Те тихо кивнули, поняв, что я собираюсь сделать. Через секунду я метнулся к каменной стене, что создал своей техникой. Как я и ожидал, последовала атака врага. Шисуи и Рин ловко парировали сенбоны, отбивая их в разные стороны. Однако, один из клонов Шисуи получил большой урон и рассеялся. Медлить нельзя. Если я сейчас не нанесу удара, то ребята могут пострадать. Этого допустить нельзя. Время для финального шага. Я создал клона и жестом указал его на место, где сидит враг. Тот кивнул и побежал вверх по стене. Мне повезло, ибо, как я и ожидал, его тут же нашпиговало металлическими иглами. Это мой шанс. Не теряя ни секунды, я метнулся вверх по стене. И как только клон рассеялся, сложил печати и крикнул: «Катун, гаукакью наджутсу!» Огромный шар огня полетел в сторону врага, уничтожая всю растительность. Ветви деревьев заполыхали и начали падать на землю. Следом за ним упал и мой враг. Стоя на вершине каменной стены, я встал в стойку и не прогадал. Уже знакомая цепь с клинками полетела в мою сторону. Ее скорость была просто запредельной, и если бы у меня не было шарингана, то я бы был мертв. Отскочив назад, я видел, как цепь натянулась, а окровавленный тройной клинок остановился у самого моего носа. Упав на землю, я совершил перекат и занял стойку. Возвращающаяся цепь с грохотом проломила мою стену. Насколько же силен ее владелец. «Ребята!» – крикнул я. «Наш враг очень силен, будьте готовы!» «Мы не подведем, Обита!» – ответил Рин, занимая боевую стойку. «Да, капитан, не волнуйтесь!» – хладнокровно ответил Шисуи вместе со своим клоном. Из пробитого участка стены все еще виднелось пламя от моей техники. Через секунду послышался звук злополучной цепи, и огонь тут же развеялся. Силуэт прошел через щель, которую пробил, и остановился перед нами. Мои глаза округлились от удивления. Перед нами пристала девушка. На вид ей не дашь больше 18 лет. Она была среднего роста, худая, ее белоснежные волосы свисали до плеч, а прядка закрывала один глаз. Ее очи были зелено-желтого цвета и безразлично смотрели на нас. Одежда не смахивала на форму какой-либо скрытой деревни. Обыкновенный серый плащ и больше ничего. Я не шучу.
вижу совсем ничего. На теле его удерживала лишь цепь, обмотанная на теле через плечо. Сам плащ был распахнут в зоне груди так, что виднелась впадина. Девушка сделала шаг своими босыми ногами, совсем не обращая внимания на острые глыбы камней. «Стой, где стоишь!» – крикнул я ей. Та послушно остановилась. Она выглядела такой невинной, будто бы не совершала никаких убийств. Вдруг она заговорила певучим и мелодичным голосом. «О, странный юноша, я поражена. Ты первый шиноби, кто смог найти меня». Эта манера речи ввела меня в ступор. Она говорит стихами, все становится еще более странным. «Кто ты такая и зачем убила этих бедняк?» – сказал я и едва уловимым для зрения жестом указал Шисуе, чтобы тот был готов отправить клона в атаку. Девушка осмотрела вокруг и вновь промолвила. «Убила? Поверь, это не так. Я просто совершила священный свой обряд. Великое учение велит мне их казнить и милостливому богу их кровь преподнести». «Что ты несешь?» – выкрикнул я в ярости. «Ты оправдываешь нечеловеческую жестокость своей верой? Тогда я скажу так, твой бог – полный урод!» Ее лицо за секунду изменилось. Она опустила голову, тело задрожало. «Возьми слова обратно. Закрой свой грязный рот, великий мерзкий грешник. Ты тут сейчас умрешь». С этими словами она бросила в меня цепь, которая, словно змея, сама слетела с ее плеч. Атака была настолько быстра, что я не успел среагировать, но Шисуе использовал клона, что специально держался ближе ко мне. Вся мощь этой атаки пробила несчастного теневого клона моего товарища насквозь и двинулась дальше. Однако этой секундной задержки мне хватило, чтобы отбить цепь клинком вниз и придавить к земле. «Рин, Шисуе, давайте!» – крикнул я. «Поняла!» – ответила Рин, складывая печати. «Техника огня! Гаруда!» Шисуе тоже сложил печати. Эту стратегию придумал Какаши, когда заметил, что Рин смогла довольно легко повторить мою технику огненного шара. Мы были удивлены, что она имеет предрасположенность к двум противоположным стихиям, но нам это было на руку. Враги, думая, что Рин владеет суетоном, не будут ожидать атаки огнем, а Какаши был гением мира шиноби, поэтому, хоть и не сразу тоже освоил катон с моей помощью, так и родилась идея использовать тройное пламя. Шисуе быстро схватывал, поэтому когда я пояснил ему суть тактики, он договорил за меня, подтверждая свою догадку. Этот мальчик не перестает меня удивлять своей смышленностью. Наше тройное пламя слилось в большого огненного дракона, который ринулся на врага. «Тщетны ваши попытки, ибо я на уровень выше. Вы всего лишь дети, мерзкие презренные крысы», процедила девушка, пытаясь отскочить. Я мысленно выругался, ибо полагал, что атака провалилась, но тут из кустов выскочили два клона Шисуе, и краем глаза я видел его победоносную ухмылку. Клоны схватили врага, который пытался отбиться, но этого времени нам хватило. Огромный огненный дракон впечатал девушку в стену. Около минуты продолжалась наша атака. Когда наконец она прекратилась, мы увидели тело девушки полностью обожженное и казалось безжизненное, но через секунду оно растаяло словно снег. Комки грязи стекали по каменной стенке. Шисуе нахмурился, явно рассчитывая на победу нашей атакой. Наш враг не заставил себя ждать. Девушка вновь запрыгнула на стену, вытянула руку, и цепь из-под моих ног устремилась к ней, лишая меня равновесия. Она молча смотрела на нас. Неожиданно мерзкая и ужасная улыбка скользнула по лицу девушки. Она выглядела безумно радостной от этой ситуации, и только ее тело согнулось, чтобы двинуться в атаку, как в лесу послышался шум и гам. «Увы, презренный грешник, все время утекло, но я клянусь, что скоро вспорю твое нутро», проговорила она спокойно, опуская оружие и вскакивая на ветки дерева. «Ты не уйдешь!» – крикнул я, двигаясь за ней. «Обита, стой!» – прокричала Рин мне вслед. «Шисуе, позаботься о Рин, собери наших ребят и двигайтесь за мной!» «Но...» – хотел возразить тот, но затем резко отчеканил. «Есть! Рин-сэмпай, нам сейчас нужно численное превосходство. Нельзя дать убийце уйти, иначе мы не получим ответы. Будь осторожнее, Обита!» «Обязательно!» – крикнул я, махая рукой и отправляясь в погоню. Нельзя упустить ее. Сейчас эта девушка единственная, кто сможет пролить свет на происходящее. Я ловко скакал по веткам деревьев, стараясь не потерять ее из виду. Она повернула голову, схватилась за ветку рукой, совершила пируэт и развернулась ко мне. Я остановился. Сейчас важно соблюдать дистанцию. Хоть ее оружие в основном рассчитано на дальние атаки, думаю, что это не все ее умения. «Как вижу, смелости тебе не занимать.
раз ты решил меня догнать, в привычной стихотворной манере спокойно и холодно проговорила она. Ты убила этих людей с особой жестокостью. Для тебя это была какая-то игра, крикнул я со злостью в голосе. Кто ты такая и чего добивалась? Ты злишься? Ты расстроен? Никак я не пойму. Служу я верно Богу и дань преподношу. Нет у меня ни цели, хозяев тоже нет. Свободна я от этого. Таков вот мой ответ. И раз ты удивил меня, отвечу на вопрос. Назвали меня Шина. Я не из этих мест. Договорив свои слова, девушка замолчала. Она сказала, что не местная, значит, наемник. Нет, судя по ее речам, просто долбанный фанатик. Но в кого она верит? Почему я испытываю ощущение, будто бы знаю ее? Неужели она связана с воспоминаниями, которые я утерял? Нельзя дать ей уйти, мне кажется, что я близок к прояснению ситуации. О чем ты задумался? Навязчивый юнец. Твой взгляд так затуманился, предвидел свой конец? Спросила Шина, проходя по звеньям цепи, словно монах по четкам. Усмехнулся я, приняв решение. Просто думаю, что же за идиотский бог может желать смерти? Шина опешила, а затем опустила голову. От упоминания о ее любимом божестве она затряслась сильнее, сжимая свое орудие. Да, и заканчивай говорить в этой глупой стихотворной манере, звучит ужасно глупо, язвительно сказал я, провоцируя девушку. Тебе так не по нраву речь, милая моя? Ну что же, мерзкий грешник, я накажу тебя, прошипела Шина. В эту минуту она подняла голову и убрала прядку с левого глаза на правый. Этот глаз был не желтоватого цвета, как предыдущий, он был малинового оттенка. Ранее спокойное лицо расплылось в безумной и даже издевательской улыбке. Девушка облизнулась и громко проговорила. Ха, чего уставился, мелкий выб***ок? Небось на мою грудь смотришь, извращенец малолетний? Я был обескуражен и немного даже смутился. Какого хрена? Ее модель поведения полностью изменилась. Исчезла спокойная стихотворная форма общения. В речи появились нотки грубости, будто бы передо мной стоял другой человек. Однако я быстро собрался с духом и достал катану. А? Это что за гребаная зубочистка? Что, нормальное оружие слишком тяжелое для твоих маленьких ручонок, сопляк? От твоего грозного вида все маленькие зверушки в округе, наверное, уже обделались. Шина продолжала истерично смеяться над своими оскорблениями в мой адрес. Я терпеливо ждал, хоть это было чертовски неприятно. Когда она просмеялась, то размотала цепь и злобно процедила. Фу, давно я так не смеялась. Ладно, скажу тебе так, сраный грешник. Тебе пиздец. За оскорбление моего бога я отрежу твой маленький хер и скормлю его местному зверю. Я думал, что буду готов к атаке, но ошибался. Цепь полетела с еще большей скоростью. К счастью, выставленный вперед клинок и твердая хватка позволили мне отбить атаку. Мои руки ощутили невероятную волну боли, и я едва не разжал и не выбросил клинок. Ха, ну ни хера себе, сопляк отбил мой удар. Слушай, может ты взрослый, только выглядишь как карлик? Не думаю, что дети умеют так прочно стоять на ногах. Смеясь, крикнула Шина, возвращая цепь назад. Ждать некогда. Еще одной такой атаки мне не перенести. Я рванул вперед, стараясь маневрировать, отскакивая от стволов деревьев. Шина вертела головой в разные стороны, пытаясь прицелиться в меня. Так, да стой ты на месте, ебаное животное. Ты же мужик, прими свою смерть с честью. Оставалось всего несколько метров, и я смогу нанести ей свой удар. Девушка изрядно занервничала, обмотала цепь вокруг ладони, а потом начала раскручивать ее вокруг себя. Она виртуозно делала самые различные движения, от простых взмахов крест-накрест до попытки ловким броском сэнбонов затормозить меня, а затем проткнуть лезвием своих клинков. Мои глаза работали без остановки, и я просчитывал сотни мельчайших движений ее кисти. С каждой секундой в мозг поступало огромное количество информации о каждом взмахе Шина. Я заучивал стереотипные взмахи рукой, которые со временем стали повторяться. Когда я убедился в своей подготовленности, то позволил клинкам приблизиться максимально близко, после чего оттолкнулся от ствола. Блять, почти попала, процедила со злобой Шина, пытаясь вытащить клинок с цепью из ствола дерева. Я приземлился на натянутую цепь и резко побежал вперед на нее. «А? Ты чего это удумал, сопляк?» Со страхом в голосе прокричала она, видя, как я приближаюсь. «Это конец!» – ответил я, собираясь отсечь ей руку ударом сверху вниз. На секунду глаза девушки выражали неподдельный страх. Она смотрела
смотрела в мои красные глаза, будто бы обычный человек, но тут же мерзко улыбнулась и, сложив свободной рукой печать тигра, сказала: «Выстрел дикобраза!». Из-под ее плаща в ту же секунду стали вылетать сотни металлических игл. Время для меня замедлилось. Я видел, как сэнбоны подлетали к моему лицу. Глаза лихорадочно просчитывали все возможные варианты. Мой мозг был загружен до предела, но смог высчитать путь отступления. Я взмахнул катаной, отбив 6 штук, что летели в жизненно важные точки моего тела, после чего наклонился в бок, избегая основного массива смертоносных игл. Сместив центр тяжести, я уже не мог стоять на цепи, поэтому стал падать вниз, но машинально схватился за все еще натянутую цепь. Благодаря инерции, что я приобрел во время падения, мне удалось совершить резкую раскачку и разорвать дистанцию. И, наконец, я спрятался за стволом дерева, слыша, как остаток игл втыкается в него. Сердце бешено стучало от прилива адреналина, голова гудела от перенапряжения, в глазах все плыло. Хоть многие считают, что Шаринган – это великое оружие и будут правы, но такое давление на зрительный анализатор не проходит бесследно. Это требует огромных усилий. Хуже всего то, что я не смог провести атаку. Клинки, что были воткнуты в ствол, оторвали кусок древесины и вернулись к владелице. Она прокричала: «Охереть! Что это было? Ты что, ебаный колдун? Откуда такие навыки, сопляк?» Я не отвечал. Мне нужно было восстановить поток чакры, да и от нагрузки рана, что было получено ранее, начала вновь интенсивно кровоточить. Черт, надо бы схватиться за цепь другой рукой. Я поняла», – певуче протянула Шина. «Это сраные красные глазенки тебе помогли. В моей деревне я что-то такое слышала о клане, который владеет такой силой. Бля, как же это бесит. Меня предупреждали, что такое может быть, и я так счастлива, что наконец-то среди ебаных дебилов достойная жертва моему великому богу. Слышишь, ушлепок, когда я тебя прикончу, то вырву твои глаза и поставлю их в баночку. Видишь, ты мне очень понравился». Этот безумный поток слов, что она изливала, был не просто так. Ее движения стали тише, я сосредоточился и прислушался. Едва уловимый звук натягивания цепи под прикрытием громкого голоса. Тихая поступь, почти невесомая. Она меняет стойку? Черт! Я осознал, что происходит, и в последний момент активировал Мангёку Шаринган. Не прошло и секунды, как сзади меня древесина была пробита. Тройной клинок на цепи с легкостью прошел ствол дерева, пронзая мою плоть насквозь. Если бы не моя способность, то я бы был уже мертв. Правый глаз слегка помутнился. Цена за силу всегда велика, поэтому я использую камуй довольно редко. Владелица цепи дернула ее назад, после чего усмехнулась и крикнула: «Ха, вот и все, щенок. Надеюсь, ты там сейчас свои кишки собираешь. Странно. А где твоя кровь?» Это мой шанс. Нельзя медлить, иначе она все поймет. Пусть я и не хотел использовать камуй, но сейчас это необходимость, невзирая на последствия. Я сосредоточился и приставил точку, куда решил переместиться. Оба глаза начали интенсивно затягивать мое тело в воронку. Секундная темнота, а затем я увидел ее. Шина стояла и смотрела на свои клинки в полном недоумении. Я телепортировался слегка выше нее и замахнулся катаной. Ее левый глаз молниеносно перевел на меня взгляд. Немыслимая реакция. Я видел, как она в ужасе поняла, что происходит, и начала разворачивать свое тело для защиты. «Не смей меня недооценивать!» – прокричал я, нанося удар. Клинок начал рассекать плоть, но тут же встретил преграду – металлическая цепь. Катана вновь со звоном ударилась о нее и отскочила, отталкивая мое тело назад. Однако я попал. Шина отскочила назад, держась за щеку. С ее лица интенсивно начала капать кровь. Руки девушки дрожали, но она не выронила оружие. «Ты...» – прошипела она. «Как ты посмел? Ебучий грешник! Как это произошло? Как?» Она убрала руки от лица. Так как мой клинок шел сверху вниз под углом, то я смог рассечь часть щеки противницы. Она коснулась поврежденного места, а затем слезала кровь с ладони. «Это моя кровь?» – вопросила она удивленно. «Это чувство. Что это за ощущение? Я трепещу от восторга. Джашин-сама, я нашла достойную жертву для вас». В эту минуту внутри меня что-то резко кольнуло. Я почувствовал, как вновь боль внутри меня нарастает, а разум затуманивается. Шина выставила руку вперед, указывая на меня пальцем.
Никто не мог меня поранить, сраная мелочь. Не знаю, кто ты, но я признаю, блять, яйца у тебя есть. Но за нападение на жреца культа Джашина я подвешу тебя за твои же кишки. Не оставлю ничего от твоего ебаного тела. О да, вот оно чувство жизни. Наконец-то я почувствовал этот экстаз. Давно я не сражалась в полную силу. Знаешь, щенок, может ты примешь мою веру, и мы подарим Джашину сильнейшего воина? Да я скорее сдохну, чем помогу тебе, процедил я, чувствуя, что слабость начала нарастать. Зря. Я бы такое тебе показала, проговорила она, разминая свою грудь. Но раз уж ты меня расстроил, то я не буду такой доброй. Уничтожу все, что тебе дорого, особенно ту девчонку и мелкого сопляка. Буду убивать их медленно и с крайним удовольствием. Тогда ты не уйдешь отсюда живой, бешеная сука, отвечал я, будто бы не своим голосом. Сквернословишь? Да ты определенно мне нравишься, мудила. Тут послышались звуки со стороны леса. Шина тоже их услышала, цыкнула языком и проговорила. Я и так проебалась со своей работой, так что ради Джашина самы отступлю. Но это еще не конец. Я найду тебя и прикончу, уебок. Запомни мои слова, щенок, ибо я ничего не забываю. Я резко сложил печать и выпустил шар огня в ее сторону. Огромный столб дыма поднялся вверх, поджигая ветку, но Шина уже не было. Голоса вокруг усиливались, но я слышал их приглушенно. В голове звучало лишь одно – Джашин. Картина вокруг начала расплываться. Я оперся о ствол дерева спиной и съехал вниз. Я ощутил, как холодные капли начали орошать мои волосы. Пошел дождь. Приложив усилия, я открыл глаза, но вокруг все было иным. Я осмотрелся. Вокруг меня были серые металлические здания. Внизу холодные сырые кварталы. Мрачное серое небо. Все это место казалось вымершим. Лишь огромные трубы заводов напоминали о том, что тут есть жители. Мой левый глаз был словно во тьме, ничего не видел, а правый смотрел через прорезь маски. Я посмотрел в лужу, что образовалось на полу балкона. Это лицо, оно не кажется мне непривычным. «Ты звал меня?» – послышался холодный мужской бас. Я повернулся. Передо мной стоял мужчина с рыжими волосами. Пурпурный узор, что напоминает рябь на воде. Эти глаза – Рениган. «Именно!» – так же холодно ответил я. Грань моего сознания стиралась, я перестал чувствовать непонимание. Все, что происходило до этих слов, теперь казалось мне просто глупым сном, который я хотел забыть. «Наши ряды сильно сократились», – спокойно проговорил я, вставая с перил небольшого балкона. «Сила Акацки не в количестве, а в качестве», – ответил мне парень. Я приблизился к нему. Никаких эмоций на бледном лице. Глаза его казались пустыми, даже мертвыми. «Так и есть, но сейчас мне нужен результат, Нагата. Я просил называть меня». «Да, Пейн, я помню. На сегодняшний момент Акацки лишь усиливает свое влияние для выполнения нашего плана, но мы не сможем его реализовать, если люди, которые приходят, будут так глупо подыхать. Мне безразлична их судьба, но найти новых членов становится все сложнее, учитывая это». «Я понимаю, Мадара, но почему ты сам не вступишь в ряды?» «Не хотелось бы раскрывать свою личность раньше времени. Сейчас я Тоби, и это прекрасное прикрытие. Они уважают тебя как лидера, и меня это устраивает. Вдобавок у меня есть и другие дела. Мне удалось найти расположение некоторых биджу, поэтому в скором времени присоединюсь к вам в охоте на хвостатых». «Что требуется от меня?» «Я нашел вам нового члена. Собрав информацию, я понял, что это какой-то помешанный сектант. И его вера в некого Джашина толкает этого человека на самые неистовые убийства. Сейчас он в деревне скрытых горячих источников. Ходят слухи, что он жертва каких-то экспериментов, что проводили жрецы этой религии. Если это правда, то он может стать прекрасным дополнением к нашей организации. Тогда я направлю туда людей», — ответил Пейн все так же отчужденно. «Какузу и Хидан прекрасно подойдут». Я развернулся и вновь подошел к перилам. Дождь слегка усилился, моча мои волосы. «Это все?» – спросил Пейн. «Нет, не говори им всей информации. Скажи, что некий убийца орудует в тех местах,
местах. К чему это? Итачи Учиха, я хочу проверить его способности. Почему тебя так волнует этот человек? Он и ты единственные, кто знает о моей реальной личности. Более того, он сам нашел меня. Я ему не доверяю. Будь готов расправиться с ним, если что-то заподозришь. Понял. На этом все. Куда ты отправишься теперь? В деревню Скрытого Облака. Мне удалось найти Джинчурики Двуххвостого. Надо убедиться, что план по ее поимке пройдет гладко. Ясно. Не забудь, Пейн, все это ради великой цели. Мир познает, что такое истинная боль, а затем погрузится в вечный сон, где не будет ни боли, ни смерти, ни страданий. Именно, поэтому не подведи меня. С этими словами я зло посмотрел на своего оппонента, а затем активировал глаз, погружаясь во тьму телепортации Камуи. В эту минуту я вновь ощутил себя странно. Воспоминания начали возвращаться. Дождь вокруг затих, и голоса, что ранее слышались приглушенно, все сильнее и быстрее настигали меня. В конце концов, я услышал их. «Обита, очнись!» «Капитан, проснитесь!» Продолжение следует.